Урок 1. Очарование талии в стиле ампир. Талия в стиле ампир. Они модные. Отличное предложение. Примерю. Можете ли вы рассказать мне больше об этой модной тенденции? Безусловно, Джон. Талия в стиле ампир сейчас довольно популярна. Это платье или блузка, которые подтягиваются прямо под грудью и создают эффектный приподнятый силуэт. Увлекательно. Я вижу в этом привлекательность. Похоже, это было бы очень лестно для фигуры. Что в этом стиле делает его таким модным? Что ж, талия в стиле ампир невероятно универсальна. Она хорошо подходит для самых разных типов фигуры, помогает подчеркнуть бюст и создать иллюзию стройного живота. В этом есть большой смысл. Могу себе представить, что это будет очень лестный и удобный вариант, особенно для тех, кто хочет уменьшить объем талии. Именно так. Талия в стиле ампир также довольно элегантна и не подвластна времени. В ней есть немного винтажной, романтической атмосферы, что очень привлекательно. Я это вижу. В стиле ампир есть что-то почти царственное, не так ли? В нем очень изысканная и гламурная атмосфера. Абсолютно. Этот стиль вызывает образы моды эпохи регенства и греческих богинь. Очень шикарно и утончено. Я заинтригована. Думаете, это пойдет на пользу моему типу телосложения? Мне любопытно попробовать. Определенно, Джон. Думаю, талия в стиле ампир вам подошла бы просто фантастически. Это стиль, который подойдет самым разным формам и размерам. Отлично, я продан. С чего бы вы посоветовали мне начать поиск поясов в стиле ампир? Что ж, универмаги — отличное место для начала. У них часто есть хороший выбор платьев и блузок силуэта в стиле ампир. Не забудьте также заглянуть в несколько винтажных или комиссионных магазинов. Замечательно. Спасибо за советы. Мне не терпится поэкспериментировать с этой тенденцией и посмотреть, как она льстит моей фигуре. Не сомневаюсь, что ты отлично справишься, Джон. Талия в стиле ампир — поистине неподвластный времени и универсальный стиль. Я ценю ваше доверие. Не могу дождаться, когда смогу найти вещи, в которых я почувствую себя просто шикарно. Уверена, вы найдете несколько великолепных вариантов. Талия в стиле ампир настолько элегантна и женственна, что, думаю, вам понравится, как она выглядит. Что ж, вы, безусловно, вызвали у меня интерес. В следующий раз, когда пойду за покупками, я обязательно примерим несколько моделей талии в стиле ампир. Отлично! Дайте мне знать, что вы в итоге найдете. Хотелось бы услышать ваше мнение о том, как вам подходит талия в стиле ампир. Конечно, я обязательно дам вам полный отчет. Еще раз спасибо за рекомендацию. Я с нетерпением жду возможности изучить эту тенденцию. Рад помочь, Джон. Наслаждайтесь модными приключениями и не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужен другой совет по стилю. Сгодится. Спасибо, что вы нашли время поговорить об этом. Это была восхитительная и информативная дискуссия. Урок 2. Изучение вегетарианской и веганской кухни. Отлично. Есть ли в вашем меню вегетарианские или веганские блюда? Безусловно, Джон. У нас есть прекрасный выбор вкусных блюд без мяса.
Позвольте мне рассказать вам немного больше о наших вегетарианских и веганских предложениях. Замечательно. Мне бы очень хотелось о них услышать. Как человек, предпочитающий больше растительной пищи, я всегда ищу вкусные постные блюда. Ну, для начала у нас есть фантастическая лазанья с жареными овощами, полностью веганская. Она приготовлена из слоев жареных на гриле цукини, баклажанов и болгарского перца, а также сливочного соуса бешамель на основе кешью. Звучит совершенно божественно. Я большой поклонник таких сытных вегетарианских блюд. Какие еще веганские блюда у вас есть? Мы также предлагаем очень ароматное буррито из черной фасоли и сладкого картофеля, завернутое в цельнозерновую лепешку. В него входят обжаренные овощи, авокадо и пикантный крем с кинзой и лаймом. Звучит как раз в моем переулке. Мне нравится сочетание черной фасоли и сладкого картофеля. У вас также есть блюда на растительной основе, богатые белком. Определенно. Наши шашлычки из тофу на гриле с арахисовым соусом — фаворит клиентов. Тофу маринуют в пикантном соево-имбирном маринаде и подают с разнообразными жареными овощами. Отлично. Звучит как вкусный и сытный постный вариант. Меня определенно заинтриговали все эти креативные вегетарианские и веганские блюда. Я так рада это слышать, Джон. Наш шеф-повар гордится тем, что готовит оригинальные и ароматные блюда на растительной основе, которые понравятся даже любителям мяса. Это просто фантастика. Приятно видеть, что в наши дни рестораны действительно принимают и воспевают разнообразие вегетарианской и веганской кухни. Абсолютно. Мы верим в то, что мы предлагаем вкусные и питательные блюда для всех диетических предпочтений. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы, я с радостью помогу вам ознакомиться с меню. Замечательно. Спасибо. Я с нетерпением жду возможности попробовать некоторые из этих аппетитных вегетарианских и веганских блюд. Это было очень полезно. Я так рада, что смогла предоставить вам обзор наших блюд без мяса, Джон. Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте мне знать, если я еще чем-нибудь могу вам помочь. Справлюсь, Анна. Я ценю ваши компетентные и восторженные рекомендации. Это, безусловно, пробудило мой интерес к поиску большего количества блюд на растительной основе. Отлично. Я очень рад это слышать, Джон. Приятного вам аппетита. И я с нетерпением жду ваших мыслей о блюдах, которые вы попробуете. Звучит отлично. Это была очень информативная дискуссия. Мне не терпится погрузиться в эти креативные вегетарианские и веганские блюда. Замечательно, Джон. Уверена, вы будете в восторге от вкусов и текстур. Приятного ужина и дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь вам помочь. Справлюсь, Анна. Еще раз спасибо за ваши замечательные рекомендации. Я с нетерпением жду этого ужина. Урок 3. Острые ощущения от коллекционирования марок. Пока что есть редкие марки. Пока нет, но я всегда начеку. Коллекционирование марок — очень увлекательное хобби. Поиск неуловимых ценных экземпляров действительно захватывает. Могу себе представить, когда вам удается найти редкую или уникальную марку и добавить ее в свою коллекцию, вы, должно быть, испытываете настоящее чувство восторга. Абсолютно. Это все равно, что отправиться на поиски сокровищ.
Никогда не знаешь, какие сокровища можно найти в антикварных магазинах, на блошиных рынках или даже на онлайн-аукционах. Это действительно круто. Что такого увлекательного в коллекционировании марок? Дело в истории и дизайне самих марок. Что ж, есть так много аспектов, которые мне интересны. Историческое значение некоторых марок, художественность и мастерство, сложность создания полной коллекции — все это бесконечно увлекательно. Ух ты, я понимаю, почему это такое увлекательное хобби. Погоня за этими редкими, единственными в своем роде марками, должно быть, действительно заставляет вас перекачивать кровь. Определенно. А азарт погони только усиливается благодаря проведенным исследованиям и накопленным знаниям. Коллекционирование марок — это в равной степени детективная работа и эстетическая оценка. Это просто потрясающе. Могу себе представить, что для того, чтобы стать настоящим поклонником почтовых марок, нужны большая преданность делу и опыт. Абсолютно. Это хобби, которое действительно вознаграждает за глубокое погружение в историю и нюансы почтовых систем, производство бумаги и техники печати на протяжении веков. Увлекательно. Я вижу, как это понравится тем, кто внимателен к деталям и любит раскрывать скрытые истории. Точно. Коллекционирование марок — прекрасный способ исследовать пересечение искусства, культуры и торговли на протяжении всей истории человечества. Должен сказать, вы приводите довольно веские аргументы в пользу того, чтобы я попробовал себя в коллекционировании марок. Похоже, это увлекательное и полезное хобби. Думаю, тебе это очень понравится, Джон. Острые ощущения от охоты и удовольствие от создания впечатляющей коллекции поистине не имеют себе равных. Что ж, вы определенно вызвали мое любопытство. Возможно, мне стоит окунуться в мир коллекционирования марок и посмотреть, какие сокровища я смогу найти. Я так рада за тебя, Джон. Для начала дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Я буду рад поделиться советами и ресурсами. Замечательно. Я благодарна за это. Это была очень приятная беседа. Вы действительно заинтересовали меня этим уникальным и увлекательным хобби. Я так рада это слышать, Джон. Коллекционирование марок — моя страсть, и мне всегда нравится делиться этим с другими, кто заинтригован. Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время. Конечно, я так и сделаю. Еще раз спасибо за содержательное обсуждение. Я с нетерпением жду возможности отправиться в свое путешествие по коллекционированию марок. Фантастично! Мне не терпится услышать о ваших приключениях и открытиях. Счастливой охоты, Джон! Справлюсь, Анна. Было очень приятно. Я обязательно буду держать вас в курсе моих успехов в коллекционировании марок. Урок 4. Изучение вариантов отдыха на выходных. Эй, Анна, ты можешь провести выходные в эти выходные? Я хочу ненадолго уехать из города. Отличное время, Джон. Я как раз подумывал о том, чтобы сам отправиться в небольшое путешествие. Давай я проверю свой календарь и посмотрю, что есть в наличии. Замечательно. Спасибо, что вы изучили это. Мне не терпится найти приятное место для отдыха, чтобы зарядиться энергией на пару дней. Хорошо, давайте посмотрим здесь. Похоже, у меня все выходные будет чисто. Вы имеете в виду какие-либо конкретные направления? Честно говоря, пока нет.
Я надеялся, что вы посоветуете красивое живописное место в нескольких часах езды. Хорошо, дай мне подумать. А как же очаровательный маленький городок на побережье? Я слышала, что в это время года здесь просто потрясающие виды. А побережье звучит прекрасно. Возможно, это просто билет. Есть ли у вас какие-либо сведения о проживании или развлечениях там? Позвольте мне начать поиск в интернете и посмотреть, смогу ли я найти хорошие варианты. Я собирался посетить прекрасный отель типа «Постель и завтрак». Отлично. Это было бы прекрасно. Мне бы очень хотелось проснуться с прекрасным видом на океан и подышать свежим морским воздухом. Абсолютно. И я заметил, что поблизости есть отличные пешеходные тропы, если вы хотите заняться прогулками на свежем воздухе. Замечательно. Звучит как раз в моем переулке. Я определенно мог бы отправиться в бодрящий поход, а затем отдохнуть у воды. Отлично. Думаю, я тогда нашла для нас идеальное место для отдыха на выходных. Могу ли я забронировать номер? Да, пожалуйста. Это было бы замечательно. Я в восторге от одной мысли о том, чтобы сбежать из города на пару дней. Отлично. Я позабочусь о бронировании. Уверен, мы отлично проведем время. Это будут идеальные омоложевающие выходные. Не могу дождаться. Это именно то, что мне нужно для подзарядки и перезагрузки. Спасибо, что помогли мне спланировать этот небольшой побег. Конечно, Джон. Я рад, что смог помочь вам найти идеальное место для отдыха на выходных. Это будет такое прекрасное путешествие. Абсолютно. Я очень ценю ваши продуманные рекомендации и материально-техническую поддержку. Это будет замечательно. Замечательно. Я так рада, что вы в восторге от этого. Я только что забронировал нам номер в этом очаровательном отеле типа «Постель и завтрак», так что все готово. Отлично. Это будет просто замечательно. Мне не терпится уехать из города и насладиться тишиной и покоем на побережье. Я тоже, Джон. У меня хорошие предчувствия, что поездка на выходные станет именно той перезагрузкой, в которой мы оба нуждаемся. Я с нетерпением жду этого события. Как и я, Анна. Еще раз благодарю вас за помощь в планировании этого мероприятия. Уверен, это будет действительно незабываемый опыт. Безусловно, Джон. Я очень рад, что нам удалось это сделать. Это будет идеальный небольшой отдых на выходных. Я полностью согласен с этим. Ладно, наверное, мне пора идти, но я с нетерпением отсчитываю дни до нашего побега на побережье. Я тоже замечательно. Я свяжусь со всеми подробностями по мере приближения. А пока отлично отдохни, Джон. Ты тоже, Анна. Не могу дождаться. Это будет очень освежающее и омолаживающее путешествие. Скоро с вами пообщаемся. Урок 5. Очарование и риски игорных заведений. Привет, Анна. Ты знаешь, что общего у многих популярных мест отдыха? Это интересный вопрос, Джон. Если бы мне пришлось догадаться, я бы сказал, что во многих из этих мест есть казино, а иногда даже несколько казино. Именно так. Похоже, что азартные игры являются основной причиной того, почему людей привлекают определенные места для путешествий. Вы абсолютно правы.
Очарование казино и общее впечатление от азартных игр во многом привлекают многих туристов. Определенно. В азарте игр, блеске и гламуре есть что-то, что действительно может очаровать людей. Абсолютно. Атмосфера казино со всеми мигающими огнями и звуками игровых автоматов создает очень стимулирующую атмосферу. Без сомнения. Но, конечно, азартные игры также сопряжены со своим набором рисков и потенциальных недостатков. Именно так. Хотя азарт от азартных игр может быть основным преимуществом, важно знать, что азартные игры могут привести к зависимости и финансовым проблемам. Точно. Азартные игры могут стать компульсивным поведением, которое в конечном итоге причиняет серьезный вред отдельным лицам и семьям. Определенно. Когда дело доходит до азартных игр в этих туристических местах, существует тонкая грань между развлечениями и одержимостью. Абсолютно. Ответственная игра играет ключевую роль, но не всегда легко поддерживать этот баланс, особенно в местах, где поощряются излишества. Вы замечаете очень хорошие замечания. Обстановка в этих местах, ориентированных на азартные игры, может мешать людям проявлять сдержанность. Именно так. Яркие дисплеи, обильный алкоголь и необходимость продолжать играть могут стать идеальным местом для азартных игр. Определенно. Туристам важно помнить о своих ограничениях и не позволять привлекательности казино затмевать другие приятные моменты поездки. Абсолютно. Нахождение здорового баланса очень важно при посещении мест, где азартные игры являются главной достопримечательностью. Хорошо сказано, Джон. Умеренность и самосознание очень важны, когда дело доходит до преодоления соблазнов азартных игр во время отпуска. Определенно. Это сложный вопрос, но его стоит обсудить, чтобы помочь людям принимать взвешенные решения о путешествиях. Я полностью согласен. Привлекательность азартных игр может быть значительной, но прежде чем заниматься азартными играми, важно взвесить потенциальные риски и преимущества. Абсолютно. Сохранение этого чувства перспективы и ответственности – главное, какими бы привлекательными не были залы казино. Именно так. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс и не позволить азартным играм отодвинуть на второй план другие аспекты, делающие путешествие приятным. Хорошо сказано, Анна. Эта дискуссия заставила задуматься о нюансах азартных игр в популярных местах отдыха. Спасибо, Джон. Это сложная тема, но ее важно изучить, особенно когда речь идет о том, чтобы максимально использовать впечатления от путешествий. Полностью согласен. Я благодарю вас за то, что вы нашли время углубиться в этот вопрос вместе со мной. Это была очень познавательная беседа. Это было мое удовольствие, Джон. Мне всегда нравится обсуждать различные аспекты путешествий и отдыха. Точно так же, Анна. Это, безусловно, дало мне ценную информацию, которую я могу принять во внимание при составлении своих будущих планов путешествий. Рад это слышать, Джон. Важно не только знать о потенциальных ловушках, но и находить способы ответственно наслаждаться азартными играми в игорных заведениях. Хорошо сказано. Я обязательно учту эти принципы. Еще раз спасибо за вдумчивый диалог. Он оказался очень полезным.
Замечательно, я так рада, что смогла поделиться полезной точкой зрения. Не стесняйтесь обращаться к нам, если в будущем у вас возникнут другие вопросы, связанные с путешествиями. Безусловно, я благодарна за это. Это был прекрасный обмен мнениями, Анна. Я с нетерпением жду нашей следующей увлекательной беседы. Урок 6. Изучение стилей тканей для моды. Скажи, Анна, я ищу новые ткани для модного проекта. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Безусловно, Джон. Я с радостью поделюсь своими мыслями. Какие стили или одежду вы с женой хотите создать? Что ж, мы открыты для множества вариантов, но меня особенно заинтриговали некоторые из самых уникальных текстурных тканей, которые я вижу в последнее время. Замечательно. В наши дни существует так много интересных вариантов тканей. Позвольте мне подумать о том, что может подойти вашему проекту. Я благодарна за это. Думаю, люди в задней части магазина смогут указать мне правильное направление. Определенно. Наши специалисты по тканям — настоящие эксперты. Они смогут показать вам широкий выбор вариантов и подсказать, какие ткани лучше всего соответствуют вашим потребностям. Отлично. Это как раз то, что я надеялся услышать. Я обязательно вернусь и подумаю над ними. Какие-нибудь конкретные ткани вы бы порекомендовали мне взглянуть? Дай мне подумать. Чтобы создать неповторимый и тактильный образ, я бы посоветовала попробовать наши парчи, жаккарды или даже бархат со сложными узорами. Бархат. Это может быть очень интересно. Мне нравится идея создать что-то с некоторой визуальной глубиной и роскошью. Абсолютно. Бархат выглядит так красиво и роскошно. А разнообразие цветов и переплетений у нас действительно впечатляет. Замечательно. Это определенно вызывает у меня интерес. Мне также интересно, какое у вас есть уникальное текстурированное постельное белье или шелк. Отличный выбор. Наш выбор льняных и шелковых тканей ручной работы поистине изыскан. Думаю, вы и ваша жена будете очарованы качеством и мастерством. Отлично. Это именно то, что я надеялся найти. Я уже представляю себе, какие элегантные, но в то же время современные образы мы могли бы создать. Не сомневаюсь, что ты сможешь создать что-то действительно потрясающее, Джон. Благодаря нашему широкому ассортименту специальных тканей возможности дизайна безграничны. Я очень рад изучить все варианты. Это будет такой веселый и полезный модный проект. Я очень рад это слышать, Джон. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам понадобится помощь в выборе ткани или в мозговом штурме дизайнерских идей. Конечно, я обязательно расскажу вам об этом. Это было невероятно полезное обсуждение. Мне не терпится погрузиться и начать. Замечательно, я так рада, что смогла дать полезные рекомендации. Мне не терпится увидеть, какие прекрасные творения вы и ваша жена создадите из наших тканей. Я тоже, Анна. Это был восхитительный разговор. Я благодарю вас за то, что вы нашли время поделиться своим опытом. Он бесценен. Мне очень приятно, Джон. Мне всегда нравится говорить о мире текстиля и моды. Расскажите мне, как продвигается ваш проект, не так ли?
Конечно, я буду держать вас в курсе событий. Это была отличная дискуссия, и я воодушевлена и готова начать. Отлично. Я очень рад это слышать, Джон. Мне не терпится увидеть, о чем вы и ваша жена мечтаете. Получайте удовольствие от творческого процесса. Я так и сделаю, Анна. Еще раз спасибо за все ваши полезные идеи. Это была очень увлекательная беседа. Добро пожаловать, Джон. Я так рада, что смогла помочь. Наслаждайтесь покупками тканей и не стесняйтесь обращаться к нам, если вам что-то еще понадобится. Безусловно, я благодарна за это. Было очень приятно, Анна. Я с нетерпением жду нашей следующей интересной дискуссии. Урок 7. Советы инсайдеров по бронированию идеального отеля. Привет, Анна. Я планирую предстоящую поездку и надеялась, что ты дашь мне рекомендации по бронированию отелей. Безусловно, Джон. Я с радостью поделюсь несколькими советами. Какие удобства или функции вы ищете в отеле? Что ж, я обычно выбираю отели с хорошими отзывами и удобствами, такими как бесплатный завтрак и бассейн, если это возможно. Отличные критерии. Это, безусловно, важные факторы, которые следует учитывать при бронировании жилья. Позвольте мне придумать несколько вариантов, которые могут соответствовать вашим предпочтениям. Отлично, я благодарна за это. Близость к основным достопримечательностям или центру города также является для меня приоритетом. Хорошие замечания. Местоположение играет ключевую роль, особенно если вы хотите легко исследовать окрестности во время вашего пребывания. Давайте посмотрим, что я смогу найти. Замечательно, спасибо. Мне также интересно узнать, какие советы вы можете получить от инсайдеров, которые помогут вам получить лучшие предложения или цены. Отличный вопрос. Один трюк, которому я научился, заключается в том, чтобы по возможности гибко выбирать даты поездки. Бронирование на день или два раньше или позже иногда может привести к значительной экономии. Ах, это умная стратегия. Я обязательно учту это при рассмотрении вариантов. Что-нибудь еще мне следует рассмотреть. Абсолютно. Также стоит проверить, предоставляет ли отель какие-либо скидки при бронировании непосредственно через свой веб-сайт, а не на стороннем сайте. Ах, понятно. В этом есть смысл. Прямое бронирование иногда также может сопровождаться дополнительными льготами. Именно так. И не забудьте изучить любые программы лояльности или абонементы, которые могут принести вам дополнительные скидки. Отличное замечание. Я участвую в нескольких программах поощрения отелей, поэтому обязательно воспользуюсь ими. Замечательно. Это отличный способ максимизировать ваши сбережения. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы при выборе отелей. Справлюсь, Анна. Это было невероятно полезно. Вы дали мне несколько отличных стратегий для рассмотрения. Я так рада, что смогла поделиться полезной информацией, Джон. Бронирование подходящего отеля действительно может улучшить или прервать путешествие, поэтому важно провести исследование. Абсолютно. И иметь такого эксперта, как вы, который может поделиться идеями, просто бесценно. Я благодарю вас за то, что вы нашли время поделиться своим опытом. Мне очень приятно, Джон. Мне всегда нравится обсуждать советы путешественникам и помогать людям планировать незабываемые впечатления.
Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть другие вопросы. Конечно, так и сделаю. Это была очень информативная беседа, и я уверена, что смогу найти идеальный отель для моей предстоящей поездки. Отлично. Я так рада это слышать, Джон. Желаю вам удачи в поиске отеля и планировании путешествий. Дайте мне знать, чем все обернется. Я так и сделаю, Анна. Еще раз спасибо за все ваши полезные советы. Это была действительно интересная и продуктивная дискуссия. Добро пожаловать, Джон. Я очень рад, что смог дать несколько полезных советов, которые помогут вам немного упростить процесс бронирования отеля. Удачного путешествия! Я благодарна за это, Анна. Как всегда, было очень приятно. Я с нетерпением жду нашей следующей увлекательной беседы. Урок 8. Бронирование идеального жилья рядом с парком. Привет, Анна. Я планирую поездку в национальный парк в следующем месяце и хочу получить рекомендации о том, где остановиться. У вас есть предложение? Безусловно, Джон. Я буду рад помочь вам найти идеальное жилье. Рассматривали ли вы возможность забронировать отель или Airbnb рядом с входом в парк? Отличная идея. Я предпочитаю по возможности остановиться в хижине или домике, чтобы по-настоящему погрузиться в окружающую природу. Замечательно. Тогда хижина или домик были бы отличным вариантом. Позвольте мне быстро поискать и посмотреть, что есть в окрестностях парка. Отлично. Я благодарен, что вы для меня этим занялись. Близость к входу в парк, безусловно, является приоритетом, поэтому я могу легко добраться до пешеходных троп. Понятно. Я обязательно сосредоточусь на вариантах, которые удобно расположены рядом с парком. Имеете ли вы в виду какие-либо другие особые требования? Дай мне подумать. В идеале я бы хотел найти место с некоторыми удобствами на открытом воздухе, такими как место для костра или гидромассажная ванна, если это возможно. Звучит прекрасно. Эти дополнительные функции на открытом воздухе действительно улучшат впечатление. Посмотрим, что я найду, отвечающие всем этим требованиям. Замечательно. Это было бы здорово. И, конечно же, я хочу убедиться, что номера имеют хорошие отзывы и хорошо оборудованы. Безусловно, очень важно изучить рейтинги и удобства. Я обязательно тщательно проверю варианты, чтобы найти идеальный вариант для вашей поездки. Спасибо, что вы нашли время провести это исследование, Анна. Это действительно поможет мне выбрать лучшее место для проживания. Мне очень приятно, Джон. Выбор подходящего жилья может существенно повлиять на то, насколько вы получите удовольствие от посещения национального парка. Отличное замечание. Я хочу убедиться, что у меня есть удобный дом, куда я смогу вернуться после долгого дня прогулок. Именно так. И самое главное, бронировать место заранее, так как лучшие места рядом с парком, как правило, быстро раскупаются. Отличный звонок. Я обязательно забронирую каюту или домик заблаговременно, чтобы убедиться в наличии свободных мест. Замечательно. Это мудрый шаг. Дайте мне знать, хотите ли вы, чтобы я забронировал для вас номер, или же вы предпочтете сделать это самостоятельно. Думаю, мне бы хотелось сначала взглянуть на варианты, которые вы найдете, если все в порядке. Буду признателен за ваше мнение, прежде чем принимать окончательное решение. Абсолютно без проблем.
Я составлю список наиболее подходящих вариантов размещения и пришлю их вам. Просто дайте мне знать, если вам понадобится другая помощь. Отлично. Я очень ценю твою помощь в этом, Анна. Это значительно упростит планирование этой поездки. Я рада, что смогла помочь, Джон. Бронирование подходящего места для проживания очень важно для приятного посещения национального парка. Полностью согласен. Уверен, что благодаря вашему опыту я найду идеальную базу для своих предстоящих приключений. Замечательно. Я рад, что смог дать вам ценные советы. Просто дайте мне знать, как только у вас будет возможность рассмотреть варианты. Справлюсь, Анна. Это была удивительно продуктивная беседа. Я в восторге от следующих шагов по планированию поездки. Отлично. Я так рада это слышать, Джон. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут другие вопросы, пока вы доработаете над размещением. Я благодарна за это, Анна. Это была невероятно полезная дискуссия, и я благодарна за ваше время и идеи. Мне очень приятно, Джон. Мне нравится давать рекомендации, которые действительно могут улучшить впечатление от путешествий. Я с нетерпением жду, как пройдет ваша поездка. Конечно, я буду держать вас в курсе событий. Беседа, как всегда, была очень приятной. Мне не терпится приступить к планированию. Урок 9. Преодоление детской неуверенности во взрослой жизни. Привет, Анна. Я надеялась, что мы сможем поговорить на тему, которая в последнее время не дает мне покоя, о неуверенности в себе, с которой часто сталкиваются дети. Безусловно, Джон. Неуверенность в себе в детском возрасте может быть деликатной, но важной темой для обсуждения. Какие аспекты этого вопроса вы хотели бы изучить? Что ж, меня удивляет, как многие из этих тревог и неуверенности в себе могут на самом деле перенестись во взрослую жизнь. Отличное замечание. Неуверенность в себе, возникающая в детстве, иногда может отражать более глубокие проблемы или закономерности в нашей жизни. Именно так. И людям не всегда легко преодолеть эти глубоко укоренившиеся чувства, даже когда они становятся старше. Определенно. Корни детской неуверенности могут быть довольно глубокими и по-разному проявляться на протяжении всей жизни человека. Точно. Такие вещи, как низкая самооценка, страх неудачи или трудности в налаживании отношений, все это может быть связано с проблемами, возникшими в годы становления. Абсолютно. И я полагаю, что взрослым должно быть трудно преодолеть это затяжное чувство неполноценности или самосознания. Абсолютно. Это может быть настоящая борьба, особенно когда эта неуверенность настолько укоренилась в личности и поведении человека. Отличное замечание. Переход от детства к взрослой жизни не всегда устраняет эту глубоко укоренившуюся неуверенность. Именно так. И дело не только в человеке. Эти проблемы также могут повлиять на его отношения, карьеру и общее благополучие во взрослом возрасте. Вы делаете такое важное замечание. Нерешенные проблемы детской неуверенности могут иметь далеко идущие последствия в разных сферах жизни. Определенно. Вот почему я думаю, что людям так важно попытаться решить эти основные проблемы, а не просто позволить им нагнетаться.
Я полностью согласен с этим. Личное противостояние детской неуверенности, проявление сострадания и самосознания может стать мощным способом личностного роста. Абсолютно. Это может быть непросто, но потенциальные преимущества преодоления этих глубоко укоренившихся проблем действительно огромны. Это так. Отказавшись от багажа, накопленного в годы становления, вы сможете обрести личную свободу и реализовать себя во взрослом возрасте. Определенно. И я думаю, что чем больше мы сможем пролить свет на эту тему, тем больше мы сможем помочь людям противостоять этим опасностям. Не могу не согласиться, Джон. Подобные открытые и вдумчивые дискуссии могут во многом помочь избавиться от стигматизации детской неуверенности в себе и открыть путь вперед. Абсолютно. Это был очень содержательный разговор. Благодарю вас за то, что вы уделили время обсуждению этого важного, но важного вопроса вместе со мной. Это мое удовольствие, Джон. Я благодарен, что мы смогли провести эту наводящую на размышления дискуссию на тему, заслуживающую большего внимания и понимания. Я тоже, Анна. Это было невероятно ценно, и я воодушевлена тем, что продолжаю изучать способы решения проблем, связанных со своей сохраняющейся неуверенностью в себе. Я так рада это слышать, Джон. Помните, что путь самопознания и роста длится всю жизнь, но вознаграждение за это поистине преображает. Хорошо сказано. Мне не терпится продолжить изучение этого пути, и я очень ценю возможность открыто обсудить эти вопросы с таким человеком, как вы. Безусловно, Джон. Я всегда рядом, если вам нужна поддержка или поддержка в преодолении сложностей, связанных с детской неуверенностью во взрослой жизни. Это очень много значит, Анна. Это была удивительно увлекательная и познавательная дискуссия. Я благодарна за ваше время и понимание. Это моя благодарность, Джон. Для меня большая честь обсудить с вами эту важную тему. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам снова. Конечно, так и сделаю, Анна. Это была очень приятная беседа, и я с нетерпением жду нашей следующей содержательной беседы. Урок 10. Поиск идеальных вариантов размещения для рабочей поездки. Доброе утро, Анна. Я сейчас бронирую жилье для предстоящей рабочей поездки, и мне пригодится ваш опыт. Отлично, Джон. Я был бы рад дать несколько рекомендаций. Какие функции или удобства вы ищете в отеле или аренде? Что ж, поскольку это деловая поездка, мне нужно комфортное и удобное место, недалеко от офиса или основных мест проведения мероприятий. Понятно. Все это очень важные соображения. Как насчет отеля, расположенного в центре города? Это позволит вам приблизиться к ключевым местам проведения встреч. Звучит идеально. Близость к офису и местам проведения мероприятий очень важна, так как во время этой поездки мне придется часто передвигаться. Абсолютно. Возможность легко добираться между жильем, офисом и залами сэкономит вам много времени и нервов. Именно так. А еще мне хотелось бы что-нибудь с хорошим рабочим пространством, надежным Wi-Fi и, возможно, даже тренажерным залом или другими удобствами для отдыха. Отличные критерии, Джон. Отель с такими удобствами для бизнеса и отдыха идеально подойдет для рабочей поездки. Замечательно.
Я также надеюсь найти место с более индивидуальным характером, а не просто обычный сетевой отель. Понятно. Бутик-отель или независимый отель, скорее всего, подарит вам более уникальные и незабываемые впечатления, но при этом удовлетворят ваши практические потребности. Точно. Я хочу почувствовать, что по-настоящему ощущаю местный колорит города, а не просто живу в обычной корпоративной среде. Конечно, я смогу подобрать несколько вариантов, отражающих местный шарм и характер, а также отвечающих функциональным требованиям вашей деловой поездки. Я очень благодарна за это, Анна. Это значительно упростит процесс бронирования, если я буду руководствоваться вашим опытом. Рад помочь, Джон. Выбор подходящего жилья может существенно повлиять на продуктивность и удовольствие от рабочей поездки. Абсолютно. И я уверен, что благодаря вашим рекомендациям я найду идеальный баланс комфорта, удобства и местного колорита. Замечательно. Просто дайте мне знать, есть ли у вас другие конкретные критерии или предпочтения, и я соответствующим образом адаптирую свои рекомендации. Сгодится. Это уже был чрезвычайно полезный разговор. Мне кажется, у меня гораздо более четкое представление о том, что я ищу. Отлично. Я рад, что смог дать полезные рекомендации. Просто пришлите мне подробности вашей предстоящей поездки, и я займусь поиском идеального отеля или аренды для вас. Отлично. Я очень признателен. Это значительно упростит планирование этой деловой поездки. Мне очень приятно, Джон. Я рада, что смогла поделиться ценной информацией, которая поможет вам оптимизировать часть планирования путешествия, связанную с проживанием. Абсолютно. Это обсуждение было невероятно продуктивным и информативным. Я благодарна за ваше время и опыт. Мне было очень приятно, Джон. Я всегда рад помочь в планировании путешествий, особенно когда речь идет о важных рабочих поездках. Что ж, благодаря вам я чувствую себя уверенной и подготовленной. Я с нетерпением жду, какие варианты вы сможете найти. Замечательно. Я рад составить для вас несколько отличных рекомендаций. Просто дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще, пока вы доработаете детали. Справлюсь, Анна. Как всегда, это был восхитительный разговор. Я благодарю вас за то, что вы нашли время пообщаться со мной. Точно так же, Джон. Я рада, что смогла помочь. Приятного вам дня и приятных путешествий в предстоящей рабочей поездке. Спасибо, Анна. Уверена, что сделаю это под вашим экспертным руководством. Было очень приятно, и я с нетерпением жду нашей следующей дискуссии. Урок 11. Планирование веселого летнего дня на озере. Привет, Анна. Я пытаюсь спланировать веселую однодневную поездку на озеро на эти выходные. Ты там раньше бывал. Чем вы обычно занимаетесь? Я обожаю озеро. Это отличное место для летнего дня. Здесь есть чем заняться. Купаться, кататься на лодках, устраивать пикники, ходить по тропам. Какими развлечениями вы надеетесь насладиться? Звучит забавно. Я подумывал взять с собой обед для пикника и, возможно, арендовать грибную лодку или каяк в хорошую погоду. Замечательная идея. На озере есть действительно красивые живописные места, которые идеально подходят для пикника. А выход на воду —
Это такой расслабляющий способ провести день. Именно так. А если будет достаточно тепло, я бы тоже хотела поплавать. Ты обычно берешь с собой купальник, когда идешь. Абсолютно. На озере есть прекрасный песчаный пляж, который отлично подходит для купания. Я всегда беру с собой костюм и полотенце. Отлично. Тогда я обязательно сделаю то же самое. Есть ли что-нибудь еще, что вы бы посоветовали взять с собой или чем заняться, пока мы там? Дай мне подумать. Другими полезными предметами могут быть солнцезащитный крем, портативная колонка для музыки, возможно, фрисби или другие игры на свежем воздухе. Хороший звонок на фрисби. Это был бы интересный способ немного потренироваться в перерывах между отдыхом. Именно так. А если вы любите приключения, вокруг озера проложено несколько прекрасных пешеходных троп, с которых открываются прекрасные виды. Я и не знала, что есть пешеходные тропы. Это может стать отличным способом поработать над обедом на пикнике. Определенно. Трассы хорошо обозначены и не слишком напряжены, поэтому они идеально подходят для неторопливой прогулки на природе. Отлично. Я обязательно уделим этому время. Похоже, день будет очень веселым и разносторонним. Я тоже так думаю. Там у тебя отличный план. Просто дайте мне знать, если вам понадобятся другие рекомендации, пока вы доработаете детали. Справлюсь, Анна. Я очень благодарна за то, что вы поделились своими идеями. Это значительно упрощает процесс планирования. Мне очень приятно, Джон. Я всегда рад помочь в планировании веселых летних однодневных поездок. Похоже, день на озере будет чудесным. Я тоже так думаю. Я уверен, что под вашим руководством экспертов это будет потрясающая прогулка. Не могу дождаться. Замечательно, я так рада, что смогла помочь. Надеюсь, в эти выходные вы отлично проведете время на озере. Дайте мне знать, как все идет. Конечно, я обязательно отвечу вам. Беседа, как всегда, была очень приятной. Я ценю ваше время и понимание. Это мое удовольствие, Джон. Мне нравятся такие обсуждения по вопросам планирования, и я рад, что смог дать несколько полезных советов. Приятного дня на озере! Конечно, так и сделаю, благодаря вам. Это была прекрасная беседа, и я с нетерпением жду нашей следующей увлекательной беседы. Урок 12. Основы пошива костюмов. Привет, Анна. Я хотела купить новый костюм для предстоящего мероприятия, но не знаю, с чего начать. Есть ли у вас какие-либо советы, как выбрать подходящую фигуру? Безусловно, Джон. Когда дело доходит до костюмов, крой очень важен. Что ж, сначала вы должны узнать свой размер. Вы недавно измеряли себя. Знаете, я не помню, когда в последний раз оценивала себя в поисках костюма. Это то, что мне следует сделать перед тем, как пойти к портному. Да, определенно. Точные измерения — это первый шаг к тому, чтобы подобрать подходящий костюм. Важны такие вещи, как грудь, талия и внутренний шов. Ах, понятно. В этом есть большой смысл. Прежде чем я пойду к портному, мне придется потратить некоторое время на то, чтобы хорошенько помериться. Обязательно сделайте это. А когда вы все же выйдете, обязательно четко сообщите портному свои размеры.
Это поможет им определить правильный размер. Хорошо, отличный совет. А после того, как я проведу замеры, о чем еще мне следует помнить при работе с портным? Что ж, вам также стоит обратить внимание на плечи. Убедитесь, что куртка плотно прилегает к спине без зазоров. Хорошие замечания. Плечи– ключевая область, на которой мне нужно сосредоточиться. На что еще мне стоит обратить внимание? Абсолютно. Длина рукавов также имеет решающее значение. Они должны попадать в нужное место на запястье. Ах да, длина рукава. Я вижу, как это может существенно повлиять на общий внешний вид костюма. Именно так. И не бойтесь оставлять отзывы портному, пока он вносит коррективы. Важен открытый диалог. Отличный совет. Я хочу, чтобы я активно участвовал в этом процессе, поэтому в итоге я найду костюм, который мне идеально подходит. Определенно. Портной всегда поможет вам, но вы также должны быть в состоянии выразить свои предпочтения и потребности. Замечательно. Я учту все это. Это очень полезный совет, когда я начинаю покупать новый костюм. Я рад, что смог дать несколько полезных советов, Джон. Пошив одежды очень важен для создания профессионального и изысканного образа. Абсолютно. И под вашим руководством я гораздо лучше подготовлен к тесному сотрудничеству с портным, чтобы добиться идеальной посадки. Отлично. Я рад, что смог дать вам нужные знания. Просто дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы по мере покупки костюма. Я очень благодарна за это, Анна. Это была очень информативная беседа. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее. Я так рада это слышать, Джон. Пошив одежды может показаться сложным делом, но при правильном подходе вы получите костюм, в котором вы будете выглядеть и чувствовать себя как можно лучше. Определенно. Мне не терпится применить эти советы на практике. Как всегда, это была невероятно ценная дискуссия. Замечательно, Джон. Я рада, что смогла поделиться полезными идеями, которые помогут вам приобрести следующий костюм, сшитый на заказ. Получайте удовольствие от процесса. Я, конечно, так и сделаю, благодаря вам. Это была очень приятная беседа, и я с нетерпением жду новых подобных бесед. Урок 13. Подготовка к безопасным поездкам на велосипеде. Привет, Анна. Я подумываю начать ездить на работу на велосипеде несколько дней в неделю. Какое снаряжение вы мне порекомендуете, чтобы обезопасить себя на дороге? Отличная идея, Джон. Езда на работу на велосипеде– такой здоровый и экологичный вариант. В целях безопасности я бы определенно посоветовал надеть шлем. Шлем. Понял. Стоит ли мне его носить, даже если сначала я просто тренируюсь на пустой парковке? Абсолютно. Даже для тренировок шлем просто необходим. Безопасность головы всегда должна быть главным приоритетом. Вполне логично. Я хочу с самого начала выработать хорошие привычки. Какое еще снаряжение вы бы порекомендовали? Что ж, светоотражающая или яркая одежда важна для видимости, особенно в условиях низкой освещенности. Хорошие замечания. Я хочу, чтобы водители могли четко видеть меня даже рано утром или в сумерках. Именно так.
И подумайте о том, чтобы приобрести фары для своего велосипеда. Как фары, так и задние фонари. Освещение – отличная идея. Я хочу убедиться, что меня можно увидеть со всех сторон. Определенно. Свет поможет вам оставаться на виду и сигнализировать о вашем присутствии другим транспортным средствам и пешеходам. Отлично. Что еще мне нужно иметь в своем арсенале безопасности в качестве нового велосипедиста? Дай мне подумать. Прочный велосипедный замок также является хорошей идеей, если вам нужно оставить велосипед без присмотра. Отличный звонок. Я определенно не хочу, чтобы мою машину украли, особенно если я ежедневно езжу на работу на ней. Именно так. Кроме того, вы можете рассмотреть возможность приобретения комплекта для ремонта велосипеда, если у вас спустило колесо или вам потребуется внести небольшие изменения. Это очень умно. Мне бы не хотелось застрять на дороге. Ремонтный комплект может стать спасением. Абсолютно. Правильно подобранное защитное снаряжение и инструменты обеспечат вам спокойствие, когда вы отправитесь на работу на велосипеде. Все это очень полезный совет, Анна. Я чувствую себя гораздо более подготовленной к тому, чтобы подготовиться и безопасно отправиться в путь. Я так рада, что смогла дать несколько полезных рекомендаций, Джон. Езда на велосипеде может стать отличным вариантом передвижения, если вы ставите безопасность во главу угла. Определенно. Думаю, что при наличии подходящего снаряжения и мер предосторожности это будет отличный способ потренироваться и сократить выбросы углекислого газа. Это фантастический настрой, Джон. Я очень рад, что вы отправитесь в новое путешествие на велосипеде. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Безусловно, я очень ценю ваше руководство. Беседа, как всегда, была очень информативной. Это мое удовольствие, Джон. Я рад, что смог помочь вам приобрести необходимые знания в области безопасности, чтобы уверенно ездить на велосипеде. Это было невероятно ценно, Анна. Я мотивирована и готова попробовать свои силы. Замечательно, Джон. Я знаю, что у тебя все получится. Желаю вам безопасных и приятных поездок на работу и обратно. Спасибо, Анна. Эта дискуссия была очень приятной, и я с нетерпением жду новых увлекательных бесед, подобных этой. Урок 14. Улучшение сна с помощью регулярных корректировок. Доброе утро, Анна. В последнее время я пытаюсь улучшить качество сна. Вы также внесли какие-либо изменения в свой режим сна? Безусловно, Джон. Качественный сон очень важен, и я экспериментировала с несколькими способами, чтобы оптимизировать режим сна. Приятно это слышать. Какие изменения вы внесли? Я всегда ищу новые советы, как лучше выспаться ночью. Что ж, одна вещь, которая меня сильно изменила, это соблюдение постоянного графика сна даже по выходным. Ах да, этот фактор согласованности является ключевым, не так ли? Я обычно слишком сильно различаюсь во времени сна и пробуждения. Именно так. Если вы ложитесь спать и просыпаетесь в одно и то же время каждый день, ваше тело может лучше регулировать свои внутренние часы. В этом есть большой смысл. И заметили ли вы другие преимущества более структурированного режима сна? Определенно.
Я обнаружил, что засыпаю быстрее и крепче сплю, когда не меняю график постоянно. Это просто фантастика. Какие другие стратегии, которые вы пробовали, помогли улучшить качество сна? Да, я также очень старался создать расслабляющий распорядок дня перед сном. Такие вещи, как легкая растяжка, чтение или медитация. Это отличная идея. Занятия легкими упражнениями перед сном действительно могут помочь разуму и телу расслабиться. Абсолютно. И отказ от просмотра экрана в последний час перед сном также имеет большое значение. Ах да, синий свет от устройств действительно может нарушить естественный цикл сна и бодрствования в вашем организме, не так ли? Именно так. Я стараюсь отложить все свои устройства и сосредоточиться на более успокаивающих занятиях, не связанных с цифровыми технологиями, в это время перед сном. Звучит как замечательный подход. Я определенно собираюсь включить некоторые из этих привычек в свой режим сна. Замечательно, Джон. Уверен, что эти корректировки положительно скажутся на качестве вашего сна. Я тоже на это надеюсь. Это был очень полезный разговор. Я чувствую себя способным внести существенные изменения. Я так рада это слышать, Джон. Качественный сон очень важен для нашего общего здоровья и благополучия. Абсолютно. Под вашим руководством я с радостью начну уделять приоритетное внимание улучшению сна в своей повседневной жизни. Отлично, Джон. Уверен, что эти стратегии помогут вам крепко выспаться, а проснуться отдохнувшим. В этом и заключается цель. Это была очень информативная дискуссия. Я благодарю вас за то, что вы нашли время поделиться своими мыслями. Мне очень приятно, Джон. Я всегда рад обсудить способы улучшения нашего здоровья и благополучия. Расскажите мне, как новый режим сна работает для вас. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна. Как всегда, это был восхитительный разговор. Я с нетерпением жду нашей следующей интересной дискуссии.